Привет, с вами Алена. А у меня повторный визит к клиентке, у которой был химический ожог. Ссылочку на первое посещение обязательно оставлю в описании. Ну а мы смотрим, как же выглядят ноготки спустя 1,5 месяца. Динамика, безусловно, есть, но нас ждет еще зачистка, потому что отросло и теперь нужно убрать старую кожу, старые ногти, вот этот кератоз. И вот по как раз-таки розовой линии, я думаю, сейчас очень хорошо видно, вот эта половина ногтя уже отросшая, хорошая, здоровая, а половинка выглядит не очень. Для демонстрации выбрала большой палец, на мой взгляд, там дела обстоят хуже всего, поэтому сегодня колдуем именно над ним. Отодвинули кутикулу, нанесли присыпку, чтобы убрать лишнюю влагу и жир, и начинаем спиливать сразу вот так по-настоящему твердосплавной фрезой с черной насечкой. Она 100% очень жесткая, и для работы именно таким инструментом нужна твердая, четко поставленная рука. Но и скорость при этом будет достаточно высокая, что удобно и скажется на вашем КПД. Ну, как говорится, пробуйте, выбирайте. У меня, кстати, твердосплав называется Тайфун от Кристалла. Давно работаю этой фрезой, прямо она мне очень хорошо зашла. В общем, спилили большую часть старой сухой кожи, ногтевого ложа вот этого грубого, и переходим к самому маникюру. Я, как всегда, с присыпочкой. Если кто не в курсе, то присыпку я сыплю для того, чтобы дегидрировать ногтевую пластину кожи вокруг, для того, чтобы фрезы не забивались. И для обработки использую любимую фрезу с красно-синей насечкой. Фреза называется педикюрная капля. Кто-то называет ее морковкой, но неважно, как ее звать, главное, чтобы она пилила. Работаю на форварде, потом на реверсе, в общем, в две стороны с переключением. Аппарат у меня, кстати говоря, удобный в этом плане, то есть многие не любят переключать туда-сюда, потому что тратится время, а у меня он бесщеточный, и мне не нужно ждать, я просто нажимаю одну кнопочку, и он сам переключается. В общем, такой аппаратик для ленивых, но это очень классно, и к этому быстро привыкаешь. После того, как подняли кутикулу, счистили птериги, делаем срез кусачками. Маникюр делаем, естественно, не глубокий, просто чтобы ничего не мохнатилось и не болталось в разные стороны. Ну и дальше уже мелочевку будем прочищать точечно. Также с помощью фрезы с красно-синей насечкой также можно воспользоваться просто синей или просто красной фрезой. Я использую именно эту, потому что она как-то полюбилась нам в салоне, и практически во всех наборах лежит именно такая фреза. Дальше сбрызнули антисептиком. Это никакая не волшебная вода, я чаще всего использую именно антисептик. И давайте рассмотрим, как же выглядит ноготок. Большую часть толщины мы спилили. И также можем отчетливо наблюдать границу нового ногтя, который отрос, красивый, розовый, и вот той старой части после химожога. Ту же манипуляцию мы выполняем и с остальными пальчиками. Там я также выполнила неглубокий маникюр, зачистила все, что поддавалось зачистке, и пока мы снова отправляемся в режим ожидания. Она также дома все это подпиливает пилочкой. Я все объяснила, как убирать толщину самостоятельно, потому что на чистке тоже каждую неделю не находишься. Естественно, на уход у нас масло, чтобы все отрастало быстрее. Оно имеет профилактический и также противогрибковый эффект. Это очень хорошая штука, советую для домашнего применения, вот как раз на такие случаи. И также хочу заметить, что ногти увлажненные и кожа увлажненная выглядят гораздо лучше, чем сушеные сухарики. Поэтому обязательно масло. И, естественно, наносим его бесконтактно, то есть капаем с высоты. На видео это не всегда понятно, поэтому решила озвучить дополнительно. И теперь можем полюбоваться нашими красавчиками. Динамика есть. Увы, не быстро, придется ждать, но все точно будет. Ну а когда эти ноготули отрастут, я планирую попробовать на них дип-систему, потому что гель-лак нам тут явно уже не светит, к сожалению. Ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. И с вами была Алена.